Привет, настоящие архитекторы вселенной BTS, те, кто не просто следит, а чувствует сердцем каждое движение своих айдолов. Привет, поклонники BTS. А что, если то, во что миллионы фанатов BTS верили, всего лишь иллюзия? А что, если с нетерпением ожидаемый мировой тур 2025 года, о котором так громко заявлялось, на самом деле скрывает за собой большую ложь, которую так и не озвучили официально? И что, если именно Чингук, главный вокалист и глобальный символ BTS, только что дал понять, что агентство HYBE скрывает от публики нечто важное? В течение последних недель мир фанатов наводнили домыслы и спекуляции. Форумы, сети, фанатские сообщества ARMY по всему миру, все кипит. Все началось с утечек внутренних данных HYBE, неоднозначных заявлений руководства компании, а также короткого, но вирусного видео Чингука в личной трансляции. Всего 2 минуты, и доверие между фанатами и агентством начало рушиться. Это уже не просто недоразумение в коммуникации. Это кризис прозрачности, втянувший одну из самых влиятельных поп-групп в истории в водоворот сомнений. Не скрывает ли HYBE от нас правду? Особенно. О мировом туре 2025-го, который был объявлен в одностороннем порядке, но до сих пор не имеет логической и логистической ясности. Журналистские расследования Dispatch, JNews24 и других медиа указывают на внутренние разногласия между туротделом HYBE и менеджментом артистов. Согласно слитым в начале июня документам, якобы относящимся к плану тура BTS, обнаружились несостыковки по срокам, локациям и вместимости арен. Но все стало по-настоящему тревожным, когда выяснилось, имя Чингука отсутствует в списках исполнителей для таких городов, как Лондон, Токио и Лос-Анджелес. Это вызвало волну вопросов. Почему Чингук исключен? Было ли принято внутреннее решение, которое скрыли от общественности? Если да, почему до сих пор нет официального заявления? Но главный удар пришел 2 дня назад. Во время внезапной трансляции на Уиверс Чингук с серьезным выражением лица и сдержанным голосом сказал: «Я не могу сейчас рассказать все, но это было не мое решение не участвовать. Надеюсь, вы поймете. Есть вещи, о которых и я узнал лишь на прошлой неделе. Фанаты отреагировали шквалом эмоций, от разочарования до гнева. Многие почувствовали, что их предали». Вспоминая интервью Чингука журналу Rolling Stone Корея в апреле, где он говорил, что хочет быть осторожнее, прежде чем снова выйти на большую сцену, фанаты теперь видят в этом намек на внутренний конфликт, а не просто усталость. Бывший сотрудник HYBE, работающий сейчас в индустрии независимо, утверждает, Чингук подавал сигналы, но публика их не распознала. С начала 2024 года между ним и креативным директором тура растет напряжение из-за разногласий по концепции, продолжительности шоу и формату общения с фанатами. Некоторые эксперты считают, что вся эта неясность – продуманная тактика для создания ажиотажа перед крупным августовским анонсом от HYBE. Но если это так, то стратегия обернулась против них. Некоторые аналитики обвиняют компанию в манипуляции нарративом, чтобы удержать цену акций, ведь BTS – главный источник дохода. Проблема в том, что подобный подход подрывает доверие. В редакционной статье The Korea Herald говорится: если HYBE продолжит избегать прозрачности, они рискуют разрушить мост между артистами и фанатами, мост, который потом будет сложно восстановить. Теперь вопрос звучит иначе. Не есть ли что-то, что скрывается, а почему это скрывается, и кто за это платит? Согласно источнику, близкому к семье Чингука, певец был глубоко разочарован и даже подумывал отказаться от участия в проектах HYBE на 2025 год, если его творческие предложения будут снова проигнорированы. Дополнительный повод для тревоги появился во вторник. В сети всплыл документ с грифом «Секретно», содержащий проект под названием Shadow Tour, параллельный тур с участием лишь части BTS, возможно, без Чингука. Документ упоминает ведущих промоутеров Европы и Северной Америки и даты, совпадающие с личным графиком Чингука. Если утечка подлинная, то это многое объясняет. Проблема не в физической или эмоциональной усталости, а в принципах и вовлеченности. Как говорит Хван Чжи Йон, старший журналист JTBC.
Это не вопрос формы, а вопрос смысла. AR/MUI не остались в стороне. Менее чем за 2 суток петицию на change.org с требованием разъяснений подписали более 250 тысяч человек. Комьюнити организует онлайн-протесты, бойкотирует хэштеги, призывая: «Мы не будем поддерживать то, что окутано ложью». HYBE до сих пор не дала официального ответа ни по поводу трансляции Чингука, ни по поводу Shadow Tour. Представитель агентства лишь сказал: план мирового тура BTS находится в финальной стадии оценки. Любая информация вне официальных заявлений – спекуляции. Но фраза «спекуляции» лишь подлила масло в огонь. Она воспринимается не как прояснение, а как уход от ответа. Именно сейчас компания проходит важнейшие испытания, насколько HYBE готова быть честной не только ради имиджа, но ради связи между артистом и фанатом. Пока Чингук говорит, а AR/MUI отвечает. HYBE молчит. Но в таких ситуациях тишина звучит громче любых слов.